от обобщенных данных к декомпозированным данным, то есть данные, которые более подробно показывают о том, что произошло в течение месяца в городе Киеве в разрезе административных районов. Перед вами карта 10 административных районов, класс социальное жилье. Период сравнения март-апрель 2026 год. Друзья, наибольше всего, что бросается в глаза, подешевела недвижимость в Деснянском районе, минус 0,23%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра сами прочитайте. Ну и наименьше всего подешевела недвижимость в Печерском районе, минус 0,12%. А Голосеевский район просто показал нам, как бы, видите, ни насколько не подешевела, не подорожала. То есть цена по факту осталась та, которая была в марте месяце. Ну и такое тоже бывает. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы говорим о рынке недвижимости на протяжении всего периода времени. Мне какой-то чудак написал: а ты не можешь сделать, и зачем это надо, за 50 лет, что произошло с рынком недвижимости? Ну, я понимаю, что это, наверное, человек, который, как оно, или не понимает, о чем пишет, или просто решил так пошутить. Так вот, для исследования очень важно знать, что происходит на рынке, на любом рынке. Мы просто привязываемся сейчас к примеру рынка недвижимости, для того, чтобы сориентироваться, в какой фазе и в какой стадии находится на сегодняшний день рынок недвижимости, в данном случае жилой. Но это для тех, кто понимает, те, которые, в общем-то, занимаются исследованиями, они это знают. Итак, давайте посмотрим, все-таки подорожала недвижимость или подешевела. Если вы спросите риэлтора, подорожала и подешевела, он в лучшем случае вспомнит, за сколько он продал свою квартиру, ну не свою, а квартиру, которую продавал, и период памяти может быть полгода у него максимально. Я же вам показываю за 4 года и сколько там, 2 месяца, то есть за период войны. На примере класс социальное жилье. Итак, видим, что март месяц, напомню, что в феврале война началась 2022 года, март месяц 1121 доллар за квадратный метр. Первый год войны недвижимость данного класса где-то подешевела на 8-9%. Но здесь реперные точки есть, вы можете как бы посчитать и сами все поймете. Следующий, второй год войны. Второй год войны мы увидели, как рост стоимости незначительно, но повысился с какого-то перепуга. Я просто потом приведу пример 2025 года, где тоже с какого-то перепуга стоимость целый год росла. На это все влияет, еще раз повторюсь, внешние и внутренние факторы. Внутренние факторы, состояние экономики ужасно, по идее должна стоимость была снижаться, а вот внешние факторы, они повлияли, то есть это был, помните, контрнаступление, нам рассказывали о том, что война закончится, и люди, естественно, воспряли, продавцы в том числе, их хотелки были завышены, так как мы работаем с предложениями. Там кто-то мне написал, причем тут война и Трамп, а при том, что это именно внешние факторы. И скажите мне, война не повлияла на рынок недвижимости? Или скажите мне, высказывания Трампа не влияют на фондовые рынки? Очень даже влияют. Поэтому, хотя рынок недвижимости не является фондовым рынком, параллели как бы проводить бессмысленно, но вот эти внешние факторы в виде громкоголосых заявлений, да еще такого человека, как Трамп, это в 2025 году, мы сейчас вернемся к этому, да, очень даже влияют на умозаключения людей, которые продают недвижимость. На примере фондового рынка там очень даже неплохо бригада Трампа, я так понимаю, на инсайде заработала. Ну, кто понимает, кто не понимает, объяснять не буду. Значит, третий год. Третий год войны показал нам значительное снижение на 10% где-то в годовом измерении. Еще раз, рэперные точки есть, можете сами посчитать. И вот с какого-то перепугу четвертый год, друзья, войны, то есть это первый, второй, третий, четвертый год войны, мы увидели рост стоимости квадратного метра, незначительный, но в целом в годовом измерении порядка 5%, наверное, было. Так вот, почему я вспомнил Трампа? А вспомнил именно потому, что в начале года, как только он пришел, так сказать, к власти, его выбрали президентом Соединенных Штатов Америки, он начал сотрясать воздух обещаниями. За один день, за месяц закончить войну. То есть все вот это мы отслеживаем, можно сказать, как мне кто-то написал, хотелки. Да, это настроение.
продавцов. И вот с какого-то перепугу они решили, что да, Трамп придет, порядок наведет, утрирую. Война закончится, и опять мы стали наблюдать незначительно, друзья, снижение стоимости квадратного метра. В ладоши хлопают риэлторы и говорят: Андрей, какое нафиг понижение? Ты же видишь рост. Вот я вам показываю этот период времени. В зависимости от какой базовый период сравнения, вы здесь увидите рост. А если взять все 4 года войны и там 2 месяца, то мы увидим, что вот рэперная точка. Март месяц 1121 доллар. И уже апрель 2026 года 1055 долларов за квадратный метр. Напомню вам, только лишь всего 2 месяца мы стали наблюдать, как снижается стоимость квадратного метра в 2026 году. До этого она росла весь 2025 год. Ну и внизу табличка такая, вы можете посмотреть, Excel считает за вас, что за весь период времени недвижимость дорожала, снижалась, но за весь период исследования, 4 года войны и несколько месяцев, недвижимость данного класса все-таки подешевела на 5,89%, ну, можем округлить до 6%. Поэтому, друзья, кто не согласен, кто критикует, я очень даже люблю людей, которые критикуют, ссылки на ваши исследования длиною 4 года и 2 месяца, и мы с вами будем дискутировать. Потому что, ну, просто там сам дурак писать, конечно, тут ума много не надо. Я, кстати, на таких людей не реагирую. Пишите, ради бога, все что угодно. Интернет все стерпит. Но я вам показываю цифры, которые, в общем-то, наблюдаю на протяжении всего периода войны. Итак, переходим к следующему слайду. Очень быстро здесь будем говорить об аренде. Красная вот здесь строка, друзья. Аренда, как я повторюсь, это социальное жилье. За квартал, сравниваем декабрь 2025 год с мартом 2026 года, подешевело на 1,75%. Это впервые весь 2025 год стоимость аренды росла. Ну, потом мы вернемся еще к аренде, друзья. Следующий слайд – это квартиры эконом-класса, также вторичный рынок. Подешевели за месяц минус 0,14%. Можете посмотреть в абсолютных единицах. По административным районам стоимость сильно отличается. Ну и, конечно же, в данном случае снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд – это первичный рынок, квартиры эконом-класса. Здесь они подорожали, видим, на 0,24%. В абсолютных цифрах, в разрезе административных районов можете посмотреть. Ну и рост уже в процентном соотношении, также по административным районам. Следующий слайд посвящен первичному рынку комфорт бизнес-класс, которые подешевели за месяц минус 0,12%. Можете увидеть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и убедиться, как сильно она отличается от локации объекта недвижимости данного класса. И снижение в процентном соотношении также по административным районам за месяц. Ну и последний слайд, первичный рынок, элитный класс. Снижение минус 0,24% за месяц. Обратите внимание, что из 10 административных районов всего лишь у нас присутствует 3 административных района. Это Голосеевский центр, это Печерский, Липкий, это Шевченковский центр. Ну, кто киевлянин, тот знает, да? Так вот, стоимость даже элитного жилья в зависимости от локации, ну, очень и очень сильно, видите, отличается. То есть самый дорогой, конечно, это Печерский, Липкий. Здесь в целом мы видим снижение за 1 месяц минус 0,24%.